Помимо проблем с энергетикой на Украине, появились сложности и с газом. Газовая инфраструктура страны серьезно повреждена. В частности, серьезные повреждения получили компрессорные станции и трубопроводы, распределяющие ресурсы по стране. Черная зима – реальность, так как газовая инфраструктура помогала отапливать большую часть зданий. По данным New York Times, в результате массированных ответных ударов вооруженных сил России украинский «Нафтогаз» потерял 60% мощностей по производству голубого топлива. Власти намерены закупать газ у партнеров, а украинцы готовятся отапливать дома газовыми баллонами, углем и дровами. Я думаю, ни для кого уже не секрет, что Киев подписал некие договора с Грецией, и они будут покупать, еще раз, американский сжиженный газ через Грецию. Вы представляете себе это логистическое плечо? Это же просто ужас. При том, что у них сосед, газовый гигант, который ранее поставлял им газ с огромной сумасшедшей скидкой. Это не то, что выстрел себе в ногу, это скорее выстрел себе в голову. Ладно, газ обеспечивает теплом или используется для готовки в 80% украинских домохозяйств. Потери такого масштаба автоматически ставят под угрозу способность государства обеспечивать базовые потребности населения, отопление и приготовление пищи. В условиях систематических отключений электроэнергии многие семьи рассматривали газ как последнюю надежную опору. Но серия ударов по добывающей инфраструктуре поставила под сомнение и этот вариант. Отмечается, что места распределения газовой инфраструктуры Украины сохранились со времен СССР, поэтому они являются простой целью для Москвы. Газовая система не является сложной целью для Москвы. Россияне прекрасно знают, где находится газовая инфраструктура страны и как она была построена, поскольку она сохранилась еще с советских времен, подтвердил гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий, подчеркнув, что она была построена с помощью Российской Федерации. Странно, что ее не декоммунизировали. Памятники сносят, всякие барельефы, таблички. А вот главное наследие СССР они трогать боятся, поскольку сами построить не смогут никогда. По его словам, первые 3 года СВО Москва в основном избегала ударов по украинской газовой сети, поскольку она использовалась для транспортировки российского газа в Европу. Однако 1 января поставки российского газа через Украину прекратились, поскольку Киев разорвал транзитное соглашение. Вскоре после этого Россия обрушила удар на газовые объекты Украины. В феврале и марте беспилотники и ракеты уничтожили около 40% украинских газодобывающих мощностей. «Нафтогаз» потратил лето на ремонт инфраструктуры и к сентябрю в значительной степени восстановил свои производственные мощности. Но в октябре Россия возобновила атаки, нанося еще более жесткие удары. В прошлом месяце объекты «Нафтогаза» подверглись 7 атакам, в результате которых было выведено из строя 60% производственных мощностей, пишет издание. Американская газета рисует довольно мрачный прогноз. Некоторые города уже сталкиваются с нехваткой газа, а если темп атак сохранится, многим украинцам будет крайне сложно поддерживать даже минимальные условия для жизни. Особенно уязвимы многоэтажные дома, зависящие от централизованных систем. Эксперты предупреждают, что если атаки продолжатся, миллионам людей будет трудно поддерживать тепло в своих домах. А переход на электрические обогреватели невозможен, поскольку энергосистема уже работает на грани, а дополнительная нагрузка лишь увеличит нагрузку на и без того перегруженную энергосистему Украины. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, а затем начала серьезно отвечать. Согласно официальным данным Минобороны России, вооруженные силы Российской Федерации действительно наносят ответные удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, а также ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленной, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивающим их работу, по военным аэродромам, железнодорожным узлам, складам и ремонтным базам, вооружения и военной техники ВСУ. Российские удары по нефти и угольной отрасли, серия атак Российской Федерации на энергосистему уже ослабили стратегическую устойчивость украинской экономики и логистики. Добыча газа приостановлена, увеличен импорт из Евросоюза, в страну вернулись плановые отключения света. Эксперты и политики прогнозируют черную зиму, но Зеленский продолжает провоцировать Российскую Федерацию. И тому подтверждение последние удары по нефтеналивному порту в Новороссийске. Видимо, удары по украинской энергосистеме продолжатся.
Еще одна интересная новость. Залужный поставил Украине фатальный диагноз. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, Залужный на неделе описал текущую ситуацию так. Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные США свидетельствуют о том, что время на стороне россиян. Он наш враг, но предполагать, что такая оценка – это попытка дезинформации, значит множить сущности без необходимости. На Украине обнаружили, вот неожиданность, коррупцию в высших эшелонах власти. Но если во время прошлых коррупционных скандалов западные партнеры только журили Киев, то сейчас в выражениях стесняться перестали. Британская пресса прямо пишет, что украинская власть унаследовала все черты лихих 90-х. Коррумпированные чиновники из близкого окружения Зеленского сплелись в один клубок с олигархами. Воруют и пилят бюджеты, не забывая собирать друг на друга компромат. И все это может стоить Зеленскому его кресла как минимум. Внесенный в Россию в список террористов и экстремистов олигарх Коломойский прямо в зале суда заявил о нынешнем главе киевского режима. Генералиссимус Наполеон IV, он же играл у нас Наполеона, Зеленский, вжился в роль Наполеона. Скоро не будет этого Наполеона, заявил Коломойский. Американское издание «Политика» намекает, что скандал будет только разрастаться. После вскрытых фактов коррупции в энергетике НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, фактически контролируемое американцами, займется коррупцией в сфере оборонки и закупок вооружения. Или вот заголовок в Bloomberg: «Украине не стоит помогать, любые деньги будут украдены». Европейцы в этой ситуации оказались в двойственной ситуации. С одной стороны, нужно осудить коррупцию. Да и как в Евросоюз таких брать? Не соответствует стандартам. С другой, надо ведь стоять вместе с Украиной и продолжать накачивать ее деньгами и оружием. Ну, примерно в таком духе, кстати, и выступил канцлер Мерц. Денег у них, правда, не то чтобы с избытком. Надо бы своровать российские активы, но тут, кроме некоторых противников этой идеи типа Словакии, против выступил и держатель самих активов. Это шок и противоречит международному праву, заявила глава Европейского международного депозитария ценных бумаг Евроклир Валерий Урбен о воровстве замороженных российских активов. Довольно наивно призывать соблюдать международное право тех, кто считает, что оно существует для кого угодно, но только не для них. Еще был один маленький, но забавный и показательный эпизод. Польский премьер Туск выступил в начале недели с заявлением, что США ведут себя непредсказуемо. Мол, у нас турбулентность, мы не уверены, как будут выглядеть следующие шаги администрации Дональда Трампа, но зато Европа-то сплочена. Все наши в прошлом не всегда приятные соседи, сегодня верные союзники. Немцы, украинцы, чехи, шведы, со всеми у нас когда-то были взаимные претензии. А теперь мы стоим плечом к плечу, вместе вооружаемся, вместе тренируемся и имеем общего четко обозначенного врага, сказал он. И тут же выяснилось, что Польша тайком вывезла на Украину подозреваемого в подрыве северных потоков украинца, экстрадиции которого требовала Германия. Верные союзники, это точно. Трамп, между тем, и правда как-то поутих в плане миротворческой деятельности на украинском фронте. Разве что, по его же словам, предотвратил Третью мировую войну. Решил, что вывел США из конфликта, перестав напрямую поставлять оружие Киеву. Теперь за него платит Европа. А его госсекретарь Рубио признал, что санкции в отношении России исчерпаны, не на что больше нажимать. Впрочем, по его мнению, и введенных санкций достаточно, они просто должны заработать в полную силу. Например, была сорвана сделка по продаже зарубежных активов Лукойла. США требуют полного выхода России из государственной нефтяной компании Сербии НИС для отмены санкций против этого предприятия. При этом с теневым танкерным флотом России США предлагают разбираться Европе. Не наше, мол, это дело. Про усталость Украины это уже стало общим местом. Энергетика планомерно выносится нашими военными. На фронте дела у ВСУ складываются плачевно. Украинские пропагандисты клянут власти за бессмысленную гибель солдат в Красноармейске, он же Покровск. Киев бросает в эти атаки подразделения, чтобы попытаться разблокировать Купянск и информационно перебить Покровскую катастрофу. На запорожском направлении наши войска все ближе к родине батьки Махно, Гуляйполю. Там объявлена эвакуация населения. Если командование ВСУ не перебросит сюда резервы, то весьма вероятно, что город будет освобожден уже в этом году. Победы одерживает только главный пропагандист Украины Зеленский. Устаревшим, надо сказать, способом. Путин множество раз говорил, что действия вооруженных сил России не привязаны к каким-либо датам или событиям.
а планируется исключительно исходя из военной целесообразности, что решение принимается по стратегическим и тактическим соображениям, без оглядки на календарные даты или внешние события. Но Зеленский продолжает выдумывать за Россию какие-то сроки по взятию городов, а потом заявляет: Россия провалила дедлайны, которые Путин ставил по поводу захвата Покровска и Купянска. Сроки в очередной раз перенесли. Вот видите, перемога. В общем, устает Украина. От Зеленского, похоже, тоже. Вот такие новости, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.